Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Астро Инспирасьоне. Таро прогноз, таро расклад, что случится или что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время. Что ждет вас, мои дорогие, в начале лета с 1 по 10 июня. И, конечно, я допускаю, что здесь в июне месяце могут быть размытые границы. У кого-то это будут буквально первые дни, а потом какая-то ситуация может ускориться. У нас Марс в Тельце. В конечном итоге мы стремимся как упорядочить свою жизнь, сделать ее более понятной, цели более достижимым. И, может быть, это будет растянутые сроки, не обязательно с 1 по 10. Но давайте узнаем. И первое у нас 3 знака судьбы. Осуществится ли правда задуманный вами план? Достанем 3 карты. Какие двери открыты, какие закрыты, что помогает, может быть, как открывает буквально двери, ну а что вам может помешать? Вот давайте заглянем в будущее. Именно больше на ваши достижения, какие вы там планы поставили перед собой. Итак, пусть нам карты расскажут об этом будущем, к чему приготовиться, возможно, да? Какие энергии вам помогают. И на следующей колоде, первая карта, которую мы с вами достаем, она будет связана с тем, что внезапно, с тем, что неожиданно, мои дорогие, в июне месяце, с первых дней, с первых чисел, что вас удивит. И вторая карта, соответственно, с кем, с чем это связано, ну или что, в принципе, прояснится по этой теме. Ну и к чему же это все идет в течение июня, как это будет развиваться. Что будет меняться? В какой сфере произойдут эти перемены? Чего это касается? И по основным сферам жизни посмотрим. Личная жизнь, что ждет на начало лета. Любовная тема. Ну и тема финансов тоже. Что ждет вас? Итак, знаки судьбы. Открыты двери или закрыты? Заглянем в будущее. У кого-то, смотрите, старший аркан башни. Это всегда обстоятельства, которые... но не помимо нашей воли складываются. Здесь ведь прообраз башни – это какая-то система, структура. Здесь может быть как от получения известия какого-то, когда вы понимаете, ну, может быть, это и через средства массовой информации, когда вы на что-то решитесь, скорее всего. Потому что по карте башня именно как было раньше, так оно не пойдет. Так оно уже не может быть продолжено. У кого-то может проиграться, когда же по работе меняется график работы, меняется руководитель. Вот что-то меняется, и не вы этому виной, причиной, но вам нужно как-то с этим правильно провзаимодействовать. Давайте достанем дополнительные карты. Как будто тут перестроить себя надо. Иногда по этой карте я говорю... успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А может быть и законы меняются, когда какие-то бумаги вам надо будет переоформлять и действовать быстро, между прочим. По этой карте иногда идет именно скорость. Но тут ведь есть такой момент, поскольку прообраз как система, я говорила, да? И система когда-то в первых колодах Таро, это была тюрьма, как ограничение. Поэтому тут как барьеры какие-то рушатся. Ну что это такое? А вот посмотрите, тут какие-то перемены вокруг вас, а вы словно не видите. И двери-то ведь все открыты. Но как будто человек, да, либо вы устали к этому моменту. Потому что иногда это, знаете, как апатия. Поэтому из-за усталости это часто бывает. Или эмоциональное выгорание. Вас может застать какая-то новость в том состоянии, когда и так может быть много работы или много каких-то задач, а тут и не то сил нет чем-то заняться, не то не хочется к чему-то возвращаться. Все-таки возвращаться, да, я не говорю к чему-то или к кому-то, к вопросу именно, да, потому что для нас, для вас, мои дорогие, какое-то неожиданное событие меняет полностью конфигурацию вашей жизни. И посмотрите, вам ведь, ну, эта карта говорит, тут необходимо что-то менять. Это как помощь высших сил. Карта, безусловно, финансового успеха. Поэтому вполне вероятно для тех из вас, кто ищет работу, тут тогда не падать духом, а рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Вы можете узнать, что то, что вам прежде, ну, никак не получалось осуществить, законы меняются. Раньше нельзя, а теперь можно.
Теперь как будто вот какой-то барьер будет снесен, да, или вот пересмотрено что-то. Ну, может быть, это и связано, да, был один руководитель, человек увольняется, да, вы этого не ожидали. То есть все-таки есть тот момент, когда от вас потребуются такие быстрые, скорые действия, что-то быстро проанализировать. Тут, понимаете, либо вы включитесь в какую-то тему, и так решите тут, может быть, даже целую связку каких-то тем, вопросов, может быть, и с законом, и с бумагами, и с встречами. Как поворачиваться придется быстро, но не теряй момента. Тебе сейчас высшие силы помогают. Карта подарка. Может быть и так. Поддержка кого-то. Но тогда и самому не оплошать. Но я должна сказать, что здесь, как сама судьба, пытается свести какие-то барьеры, препоны, как к нулю. Или как снести вот те прежние запреты. Или какое-то и для вас тоже, как смена мировоззрения. Тут ведь по этой карте тоже может проходить. То есть мы даже чего-то не предполагали. А здесь мы узнаем и понимаем, что нет, время пришло. Не время бездействовать. И может быть даже вы, мои дорогие, устали. Хотя тут карта подарка. Тут ведь может быть, знаете, такое психологическое состояние, что я, не вижу выхода. Но значит, будет какой-то поворотный момент, когда вот этот выход, он практически у вас в руках. Но нужно действовать. Может быть, это новый метод действий. И тогда, от вашей решимости очень многое зависит. Второй знак. И эта тема может быть связана либо с работой, либо с документами, законом и финансами. Вот вам можно решить тут какую-то, даже хочется сказать, замшелую историю, которая долгое время без движения была. Здесь что-то меняется. Второй знак судьбы. Клетка открыта, но человек сидит. Это карта искаженного восприятия. Мы, уже как нацелились на что-то или вообще ни на что не нацелились, а где-то от усталости, да, думаем, что вот идет оно, тогда и ладно. Пусть оно так идет. Что это нам, о чем говорят, какая сфера жизни? Вы знаете, вы в чем-то разуверились, вы уже кому-то не верите, у вас с кем-то мог быть конфликт. Опять же, могло быть очень долгое ожидание, как будто дверь закрыта. Так вот, вы понимаете, тут как будто открывается, да, вот эта клетка. Вот все то, что я только что говорила. Может быть, это так условно, конечно, да? Дверь открывается. Но не совсем та дверь, возле которой вы сейчас находитесь. Возможно, это связано с конкретным человеком, который вас поставил перед каким-то выбором. А может быть, это не человек, а сама по себе система. Как совокупность законов, каких-то правил, положений, может быть, и на работе. Вот раньше так не могли вы осуществить. Или хотели вы какую-то должность получить, а тоже все время было что-то нельзя. И вы, может быть, приходилось вам себя брать в руки и долгое время ожидать. А вот теперь нам говорится карта «Время пришло». Но прими к сведению, что тебе промедление буквально, оно не помогает. Здесь нужно действовать. Причем действовать, слушайте свою интуицию, Верховная Жрица. Слушайте интуицию, потому что она вам будет давать правильные подсказки. Не всегда то, что происходит вокруг вас, оно будет вписываться в ваше представление о том, что правильно и хорошо. Это точно. Сложная карта именно в этой колоде. Посмотрите, двойка мечей. Это очень сложный выбор. Нам изображена монахиня, которая на плач младенца открыла дверь. И нам показана женщина в возрасте, которая уже прошла какую-то, может быть, и основную часть своего жизненного пути. И мы знаем, постриг принимают по какой-то веской причине. Может быть, это вы вот как ушли в такое отшельничество, неверие в людей, неверие даже в то, что, вообще способно что-то меняться, неверие в то, что вы можете что-то преодолеть. Наверное, там тысячи каких-то ситуаций могло быть. У кого-то одиночество, мои дорогие, правда? Вот как эта монахиня, вполне вероятно, она мечтала о детях, о дружной семье, но вышло так, как вышло. И вот теперь, как будто ту мечту, мои дорогие, а вот внимание, потому что сейчас у нас планетарные транзиты таковы, что нам как будто пространство преломляется и дает шанс осуществить эту мечту, исполнить свое желание. Но мы как будто этого не хотим замечать. Что-то тут такое, и я ведь не могу сказать, что это философия. Тут нет, тут именно какой-то момент, когда вам нужно действовать. И, наверное, сложность в том, что
важное решение какое-то вы будете принимать. Слушайте свое сердце и, опять же, интуицию. Интуиция – это великолепный тандем из нашего прежнего опыта и, ну вот, интеллекта. То есть вот по ситуации, может быть, и придется пройти, но мыслей каких-то это вам добавит разных. И вот что будет делать эта женщина с младенцем? Мы понимаем, на улице не оставит, занесет в дом, но дальше. Или она оставит этого ребенка себе и будет воспитывать сама. И для этого ей еще придется, боже, миллион, наверное, препонов пройти по документам, согласований. Ну, вот представьте, ведь это серьезно. Или она отдаст прием родителям. Вот такого уровня какой-то важный выбор у вас на кону. И это может касаться и личной жизни, но может быть и места проживания. Когда меняется сама парадигма, ваш график жизни меняется, вообще все, многое меняется. Да, открывается вот, да, там может быть и клетка, которая, ну я так условно, аллегорически говорю, которая прежде была закрыта. Это не совсем как будто та дверь, да, возле которой мы присели и подзастряли. Тут словно другой какой-то запасной выход будет у вас. И это будет возникать, да, или, ну, как создастся именно по стечению обстоятельств. Третий знак судьбы. Что-то интересное, мои дорогие. Третий знак судьбы. Ну, надо же. Карта мага. Маг, мы знаем, великий манипулятор и волшебник. Ну, может быть, иногда проходят и люди, которые рождены под знаком Меркурия, точнее, под планетой, да, планета как управитель. И это у нас близнецы и дева. Может быть, это и человек, у кого асцендент в одном из этих знаков. Но это и для вас карта говорит. Ты сейчас как маг и волшебник. Может быть, какой-то контакт, как и ваш, собственный, но и человек, который о себе много не рассказывает. Верховная жрица, та, которая все знает. Но и маг-то тоже, который все знает. Какое-то правильное взаимодействие вам нужно будет провести с какой-то еще персоной. Вот я такое тоже не исключаю. Мудрые решения принимать. Возможно, это будет где-то связано с тем, что вам, ну, просто необходимо принять какой-то как новый постулат, новое мнение, меняет что-то ваше мировоззрение. И ведь это холодная голова по магу. Поэтому может что-то и цепляет эмоционально, может быть и ставит что-то в тупик, и придется вот так обдумывать и принимать какой-то выбор, а потом действовать вот именно так, с холодной головой и рационализмом. С чем это связано? Не ту колоду взяла, сейчас поменяем. С чем это связано? Хотя бы какая сфера? Старший аркан. Деньги, мои дорогие. Деньги, дом, может быть и личная жизнь. Шикарная карта. Карта финансового достатка. А может быть, это ваша какая-то занятость или то, что вы хотите создать, совершить. Может быть, и первые шаги. Тут, скорее всего, какие-то первые шаги в выбранном направлении. Или это не вы выбрали это направление, а обстоятельства вас поставили перед выбором, когда тут как бы или налево, или направо. Это не есть много сторон. Но оно того стоит. И правда, на деньги все-таки тут может быть даже как завершить какую-то ситуацию, когда вы были должны, например. Или как решить какой-то очень сложный финансовый вопрос. Может быть, проплаты какие-то, да. Может быть, это банков касается. Тут разное. Вот иногда все-таки структуры мы говорим по карте башня. Значит, тут ну что-то такое есть, когда вы можете закрыть, ну, может быть, даже финансовую брешь. Или, по крайней мере, будете знать, какими шагами вам идти. Причем так очень рационально, холодно. Ну, тогда и ваша жизнь пойдет с правильной ноги. И месяц июнь, когда в прекрасной конфигурации у нас будет находиться Венера и Юпитер. Венера – планета малого счастья, и это все про благополучие, про любовь, личную жизнь и деньги. Ну, а Юпитер – это вот именно какая-то система. И здесь может быть для вас очень хороший сюжет, как и по финансам, но также и по личной жизни. Прочитайте гороскоп на моем сайте. Ссылки будут в описании под видео. Я думаю, подсказок будет больше. Что вас удивит, что будет неожиданно? А вот и правда какая-то новость. Та новость, которая будет сразу означать выход из лабиринта, но это однозначное какое-то решение от вас потребуется. И, скорее всего, это будет связано еще и правда с личной жизнью.
или с тем человеком, которого вы знали давно. Может быть, это у кого-то из вас как сведения от родственников. Может быть, это и сведения о человеке, который где-то на расстоянии от вас. Я это тоже не исключаю. Здесь может быть встреча двух старых друзей. Или как-то так сложится, опять же, обстоятельства, когда вы понимаете, что, ну вот, именно теперь это взаимодействие с какой-то персоной мне дает возможность, как какие-то шансы вперед, и вам захочется этим воспользоваться. Но по этой карте, ну, будь готов к диалогу. Вот диалоги какие-то могут удивлять, но и также и сведения о каких-то людях, которые вы знаете, удивить также могут. Ну все же, с кем, с чем это будет связано? Но одновременно это может быть проект, который связан с деньгами. Может быть, это какая-то история личной жизни, которая как бы и личная жизнь, и финансовая еще. Точно. У вас тут финансовый прорыв, мои дорогие. Прорыв, я имею в виду, даже пусть это будут какие-то первые шаги. Понятно, если вопрос серьезный или сумма по финансам серьезная, конечно, тут мы можем ее решить. Может быть, и действительно получение тех денег, которые вам причитаются, но не могли вы их получить раньше. А здесь тогда вот эти препоны будут как будто разрушены. Но мы говорим именно о той сумме, которую вы заработали именно. Когда Плутон в Водолее, я всегда говорю, помните, легкие деньги опасны. Одно дело пойти купить лотерею, да, ну нехай будет, может там что и выгорит. А другое дело поставить все на кон, и потом оно прогорит. Вот поэтому не рискуйте. Девятка, десятка пентаклей. Это как идет какая-то прогрессия именно на финансы. И поэтому с кем связаны, да, тут взаимодействие, договоры. Но тогда по финансам действительно существенный прорыв. Или решение какой-то темы. Пусть это даже у кого-то с недвижимостью. Это ведь могут быть и документы. Но девятка пентаклей – это всегда очень холодная карта, как у мага. Холодная голова. Хорошо, а к чему приготовиться? Как это будет развиваться в течение июня? А вы еще какую-то по поводу новостей узнаете информацию. Возможно, это для кого-то из вас получение сведений от ваших детей. Здесь может быть какая-то информация еще и путанная, потому что семерка мечей, где-то мы ее называем карта вора, поэтому... Вот правда, в каких-то азартных играх не участвуйте. Но здесь есть вариант как будто забрать свое. Но, может быть, вам придется подписывать какие-то важные бумаги. Может быть, в течение июня месяца вы еще на последующий период узнаете, что меняются законы. Возможно, придется отправиться в высокие инстанции, консультироваться с юристом, с адвокатом или какие-то беседы с высокопоставленными лицами, руководитель или пусть это чиновник в офисе, в организации. Но ведь по этой карте, знаете, такое рационализм и, может быть, все-таки подписание каких-то важных бумаг, документов. Но рядом у нас семерка мечей. Замечтаться никак нельзя. А ведь и правда. Карта император. Император – это организация, опять же, где-то вторит рыцарю мечей. Может быть, это для кого-то действительно группа лиц, которые буквально есть люди, да, что будет продолжено. И по королю меча это мы не будем говорить, что это именно должен быть мужчина, раз король выпал к полу карты, не привязываемся, да. Но это близнецы весы водолей или асцендент, или, мои дорогие, то же самое по аркану императора, это Овен. Ну, вот у кого-то такое взаимодействие, то, что будет продолжено буквально. Может быть, для кого-то из вас это просто персона, которая наделена сферой влияния. Это тот человек, который имеет ресурсов больше, чем имеете вы, или занимает какой-то ответственный пост. То есть все равно вы тут как будто не уйдете от документов, согласований, ну или каких-то контактов. Вот когда наверняка мы что-то узнаем, да, или узнаем, как работает закон, зачем-то вам это будет нужно. И вполне вероятно, причиной будет то, что и что-то меняется, и ваш финансовый интерес. Так вот, что же там меняется, давайте узнаем. А ведь и правда, вопросы работы и финансов. И мы не можем это оставить без внимания. Одна из лучших карт в колоде. Смотрите, восьмерка, девятка, восьмерка. Вы все самые лучшие карты выбрали. И здесь у вас еще шестерка пентаклей. То есть все то, что именно, знаете, как
приносит вам материальную выгоду. Не то, что будет даже завтра, а то, что вот именно будет в июне. Вот какие-то, ну, как финансовый прорыв, можно сказать, или, по крайней мере, ситуация, которая ведет к этому прорыву, к решению как раз вопросов. Но ведь это карта рутины, поэтому, ну, что будет меняться? Может быть, какая-то рутина рабочая будет меняться. Может быть, как я говорила, руководители меняются. Возможно, и ваши, если у вас там личный бизнес, творчество, то тут вы тоже как будто будете готовы к тому, что законы меняются, какие-то положения, точно что-то будет меняться. Может быть, вы сами тут по деньгам, ну, или вынуждены, да, по обстоятельствам что-то пересмотреть. Или вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что прежний метод не работает. Прежняя структура, ну, она тоже, ее уже не существует как будто, потому что новые правила, приказы о регулировке. Что это такое еще? Здесь как новое предложение. Здесь может быть и та новость, которая вас вдохновляет. Будьте готовы. В целом карты не говорят. Ну, во-первых, рыцарь жезлов, готовь, будь к неожиданностям. По пажу кубков что-то вам будет нравиться, ну, а что-то вы будете и завершать. И все это касается работы и финансов. Тут какие-то глобальные перемены идут. И, конечно, в нашей жизни бывает так, что за несколько дней мы иной раз успеваем проделать едва ли не больше, чем за целый год. Бывают в нашей жизни такие дни. Но для кого-то из вас все-таки мы спросили, что будет меняться. Кто знает, может быть, эта траектория не только на июнь, а как будто говорят, приготовься. Вот именно приготовься к тому, что перемены только начинаются. Личная жизнь. Что ждет вас, мои дорогие? Ну, не про любовь карта «Отшельник», прямо скажем, но мы сейчас дополним. Это карта независимого человека. Может быть, это кто-то из вас сейчас, да? Да мне не на любви скажет. Или у меня тут сплошной клубок противоречий. Тут уже и не про любовь, и, может быть, действительно темы документов, работы, финансов заставляют сконцентрироваться совершенно не на чувствах. Но все же это карта мыслителя, мудреца, который проходит какой-то путь в одиночку. Может быть, это и у вас. Мы смотрим на начало июня. Вот будут такие энергии, что я и устал, или устала, и мне все надоели. Вот, извините, но правда, бывает такое. Когда нам именно хочется покоя, хотя бы мысли в порядок привести, чтобы нас никто не дергал. Но все-таки, что это? Но ведь часто по этой карте мы как будто должны идти своим путем. Вам придется что-то менять. Я иногда говорю по пажу мечей. Мы получаем известие, и как будто пора сворачивать. Может быть, это не известие, иногда внутренний инсайт. Как будто вот мы прошли, как у Данте, да, земную жизнь. Пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Вот как будто половину жизни мы прошли, ну или так я условно говорю. И вот сейчас что-то меняется. И это меняется, это вообще пока, ну, ни в какие ворота не лезет. Тут вообще непонятно, что с этим делать, правда. А вокруг вас может быть много людей, вы так можете ощущать, что либо я как будто должен проучаствовать в каких-то 1000 делах, или все во мне заинтересованы, но сказать, что мне кто-то помогает, с учетом аркана «Отшельник», да никто. Тут скорее ждут от вас именно помощи, мои дорогие. И я больше вижу личная жизнь. Мои дорогие, вы люди наделены эмпатией. Вы люди очень добрые, я это точно знаю. Потом, знаете, у вас такое внутреннее благородство. Те, кто вам дорог, вы не можете за них не переживать. Это вы все пропускаете через сердце. Но даже среди тех, может быть, кого вы любите, или, может быть, это начало июня, начало лета таково, что вам именно теперь нужно думать о себе, о своих планах. Я не говорю, что мы в эгоиста превращаемся, но вокруг вас на самом деле, как будто нам говорят, пора сворачивать от какой-то чужой многозадачности семерка жезлов и от какой-то путаницы и ненадежных контактов, ненадежных связей. От тех людей, которые тебе утром пообещали, а потом они о тебе забыли. У них изменились планы, и тебя даже об этом не уведомили. Поэтому по-мудрому как-то вот относись, не надейся буквально на людей. Так что же все-таки для вас по личной жизни?
и еще один старший аркан. Возможно, вам придется совершить куда-то поездку. Кто-то из вас действительно сконцентрируется на своих планах, и это будет какой-то жизненный маршрут. Возможно, это будет с вашим творчеством, с работой связано, или с переездом куда-то, может быть, и очень далеко, или когда вы узнаете какую-то новость, возможно, путешествуя по инстанциям. Для кого-то из вас это может быть решение, как получить права или поменять автомобиль. Но иногда такой проигрывается тоже старший аркан колесница. Ну что говорит колесница? Если вы сейчас один или одна, если вы в паре, мои дорогие, то тут у нас выпадали такие карты, что у вас все будет хорошо. Поверьте, тут тогда общие какие-то планы в вашей паре могут пересматриваться, что-то вы можете обсуждать. Но как будто нам говорят именно для тех, кто сейчас один или одна, или в сложных отношениях. Вот правда, вот анализируя все, именно так воспринимаю. Потому что вы можете даже познакомиться с кем-то. Но знакомство может состояться именно тогда, когда вы либо как в поездке, или когда вы примете как новый постулат, каким образом вы будете строить свою личную жизнь. Все равно тут есть что-то, что пересмотреть. Не ждать каких-то таких, знаете, бесполезных обещаний. У нас выпадала здесь, да, пятерка. Как будто дверь закрыта, девушка, уже бабушка. Пришла девушка, присела, думает, откроется же эта дверь в конце концов. Нет, не открылась. И девушка уже состарилась, и дверь плющом заросла. Тут нет смысла что-то ожидать, надеяться на, может быть, какого-то человека или на то, что нас кормят какими-то обещаниями. Время действовать. И нам говорят, не оборачивайся назад, тебе отсюда полный вперед. А может быть, для кого-то из вас в одиночку, кстати. Пусть вы человек семейный. На семейном совете вы примете решение, что кто-то один из нас едет, может быть, в определенную местность, чтобы увидеть что-то своими глазами, для того, чтобы как распытать, получить больше информации, может быть, встретиться с каким-то человеком, что-то прояснить. И тогда, скорее всего, это будете вы, как путешествие в одиночку. Так тоже может проиграться. Финансы что ждет? Не торопись тратить, тебе они понадобятся. Вообще, четверка мечей на финансы, если бы не выпадали у нас только все самые лучшие карты на финансы, и пусть даже для вас сейчас ситуация, как я говорила, достаточно сложная. Но, мои дорогие, это к делу не относится. Тут вам нужно что-то переиграть, что-то видоизменить. Потому что я допускаю, что здесь как законы, пересмотр законов или каких-то положений. Возможно, это и вам уже что-то надоело. Вам самим уже хочется перевести свою работу из количества в качество. И вот каким образом это сделать, вы тут будете обдумывать. Конечно, начало лета не время трат. Вот это однозначно говорит карта, точно. Может быть, по королеве мечей нам тут говорят, король мечей и королева, да, какие-то отношения с конкретным человеком, которые будут рассмотрены. Каким-то образом, может быть, там будет затронут и финансовый вопрос. Если мы говорим о семье, то тут есть семейный финансовый вопрос, который, я такое допускаю, может быть, вам тоже придется решать в одиночку. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Деньги есть. Я вот тут больше вижу, и деньги будут даже. Так если вы, как всем помогаете, если на вас как все равнение, да, происходит в вашей семье, но это не значит эквивалент, что мы всех как облагодетельствовали, всем помогли, сами остались ни с чем. Уж точно, июнь – это не тот месяц, не тех энергий. Тут даже на накопление вам идут энергии, и как будто это сделать, да, деньги приходят конкретно, но ты их никуда не тратишь. Вот уже четче не бывает, потому что впереди большие перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые волшебные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И ссылки, как и к моему сайту, будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.